Вы когда-нибудь задумывались, какие кадры скрываются за полицейскими отчетами? Холодящие кровь находки в багажнике, отчаянные погони, заканчивающиеся авариями и ужасающие столкновения, где каждый миг может стать последним. Все это полицейские видят каждый день. Меня зовут Нокс, и сегодня вы тоже увидите, что остается за кадром. Эти записи были сделаны по всему миру, но объединяет их одно – безудержный страх и холодное напряжение, которое вы почувствуете на своей коже. А прежде чем начнем, предупреждаю. Это видео не для слабонервных. Ужасное открытие. Представьте себе обычную ночную смену. Полицейские останавливают машину для стандартной проверки. Но то, что должно было стать рутиной, оборачивается настоящим кошмаром. Водитель – женщина, на вид обычная, по имени Джулиса Тейлор. Офицеры замечают странное поведение. Она нервно поглядывает на заднее сиденье. Ее руки дрожат, и кажется, что-то ей мешает дышать спокойно. У офицеров сразу же возникают подозрения, и они решают провести обыск. Пока один из полицейских заглядывает в салон, его напарник подходит к багажнику. Тишина, только шуршание одежды и звук щелчка замка. И вот, когда багажник медленно открывается, словно из самого ночного кошмара, они видят перед собой нечто ужасное. Кровь, оружие и тело ее 6-летнего сына, безжизненно лежащего там, с 9 пулевыми ранениями. Это уже не простое преступление, это холодное убийство. И эти офицеры, застигнутые врасплох, понимают, что столкнулись с чем-то невероятно темным и жестоким. Вопросов много, а ответов пока что ни одного. Что могло заставить мать пойти на такое? Мы можем только догадываться, но для полицейских это тяжелейший шок, ведь такое не встречается каждый день. И это только начало. Дальше больше погоня за угнанным автомобилем. Когда подростки решают угнать машину, они не думают о последствиях. А полицейские, которые каждую ночь гоняются за такими нарушителями, уже знают, чем это может закончиться. На этот раз угнанный Kia, летящий по узким улицам со скоростью, от которой у зрителя дух захватывает. Полицейские понимают, что подростки отчаянно пытаются сбежать и решают догнать их любой ценой. Но когда кажется, что этот захватывающий побег на бешеной скорости вот-вот закончится, случается нечто непредвиденное. Машина подростков начинает дымиться, а затем загорается. Они бросаются на утек, видя, как их единственный путь к свободе вспыхивает прямо перед глазами. Полицейские начинают погоню пешком. Но это не просто преследование, это гонка с огнем и временем. Молодые жизни поставлены на кон, и каждый шаг может оказаться для них последним. Такие моменты показывают, что в мире криминала и наказания нет предсказуемости. Как легко может все измениться за одну секунду. Но бывают случаи, когда опасность приходит не от огня, а от непредсказуемых людей. Необычное поведение. Иногда полицейские сталкиваются не с жестокими преступниками, а с людьми, которые потеряли контроль над собой. На этот раз мужчина, который уже не раз попадал за вождение в нетрезвом состоянии. Но сегодня его поведение особенно странное. Он еле держится на ногах, пытается что-то объяснить, но его речь непонятная, как будто он находится в другом мире. Полицейские знают его и стараются не только предотвратить трагедию на дороге, но и понять, что толкает этого человека снова и снова садиться за руль в таком состоянии. И каждый раз им приходится задавать себе один и тот же вопрос. Что будет, если в следующий раз они не успеют его остановить? Этот мужчина – живой пример того, как иногда враг не в оружии или преступлении, а в разрушенном сознании человека, который потерял контроль. Итак, что же может быть страшнее неадекватного поведения? Как насчет хладнокровного убийства собственных детей? Убийство детей. Есть преступления, которые сложно принять даже полицейским, привыкшим к самому темному. Представьте себе, Чад Дорман – мужчина, отец 3 сыновей. Он сам звонит в полицию и сообщает, что его дети мертвы. Офицеры не могли поверить услышанному, пока не приехали на место. Когда они прибыли, они увидели картину, которую не сможет забыть никто из присутствующих. 3 мальчиков, безжизненно лежащие рядом друг с другом. И отец, спокойный, бесстрастный,
с холодным выражением лица. Это не просто убийство, это предательство самого понятия «семья». Для полицейских видеть такое – это не только тяжелейший моральный удар, но и напоминание о том, что человеческая жестокость порой не знает пределов. Такие моменты навсегда остаются в их памяти, словно темный отпечаток, который невозможно стереть. Этот мужчина сдался сам. Ну а следующая ситуация покажет, как отчаянные преступники могут пытаться уйти от наказания. Высокоскоростная погоня. Некоторые преступники пытаются уйти от ответственности на всех парах. Полиция получила вызов о подозрительных личностях, занимающихся наркоторговлей. Два мужчины решили не сдаваться без боя, и когда полицейские оказались на их хвосте, они дали по газам, разгоняясь до предела. Они мчатся по шоссе, нарушая все возможные правила. Каждый их маневр – опасность для окружающих. Но полицейские уже обучены такой тактике. Чтобы остановить преступников, они применяют метод ПИТ – маневр, при котором машина преследуемого задевается сзади, что выводит ее из равновесия. А когда автомобиль противников разворачивает, они поднимают руки и сдаются. Но так происходит далеко не всегда. Например, вот случай, который произошел недалеко от того же шоссе, только уже в позднее время суток. Офицеры выходят с оружием наготове, но эти двое решают броситься на утек пешком. В такие моменты напряжение бьет по максимуму. Неизвестно, что они скрывают в карманах или готовы ли к сопротивлению. Но профессионализм полиции, их холодный расчет и выучка помогают предотвратить очередную трагедию. Преступники задержаны, и это очередной пример того, как полицейские ежедневно рискуют жизнью, чтобы на улицах стало безопаснее. Да уж, после этого кажется, что уже видел все. А теперь представьте, каково это – стоять перед вором, который считает себя невидимым. Кража багажа. Среди тысяч людей в аэропорту затеряться не так уж и сложно, и это на руку ворам. Но что, если на тебя смотрят десятки камер? Один мужчина решил испытать удачу и незаметно присвоил себе 2 чужих чемодана. Все случилось быстро. Он тихо подошел к ленте, огляделся и, увидев, что вокруг нет охраны, забрал вещи. Но камеры наблюдения фиксируют каждый его шаг. Полицейские быстро отследили его перемещение по аэропорту и сумели перехватить буквально перед выходом. Этот случай показывает, что современные технологии и системы безопасности стали неотъемлемой частью полицейской работы. И даже если злоумышленник не замечен сразу, его все равно найдут и поймают. Но иногда странности происходят прямо на улицах города. Встречайте следующую необычную ситуацию, связанную с клоуны. Да, вы не ослышались, клоуны. Это был странный вечер, когда полицейские наткнулись на 2 мужчин в ярких костюмах клоунов. Сначала они могли бы принять это за какой-то розыгрыш, но их поведение было явно подозрительным. Мужчины явно нервничали, отвечали уклончиво, а когда полицейские спросили, почему они оставили своего 4-летнего ребенка дома одного, Они вдруг осознали, что попали в серьезные неприятности. такие случаи заставляют задуматься, как часто люди теряют чувство ответственности ради мимолетной забавы. В эту ночь клоуны поняли, что их розыгрыш стал преступлением. Полиция взяла их под стражу, а ребенка, оставленного дома, передали в надежные руки. Этот случай не просто нелепая история, а серьезное предупреждение о том, к чему могут привести неосознанные действия взрослых. А что, если преступник спрячется прямо в вашем доме? Да так, что его никто не найдет. Поиск подозреваемого. Поиск скрывающихся преступников – это всегда игра в прятки, но с очень высокими ставками. Округ Паско, штат Флорида. Депутаты шерифа получают информацию о том, что Джейсон Тейлор, известный своими преступлениями, может скрываться в этом доме. Полицейские обыскивают дом, проверяя каждый уголок, но никто не может предположить, что он спрятался прямо в комоде. Когда они открывают ящик, перед ними предстает человек, сжавшийся в неудобной позе, пытающийся укрыться от правосудия. Удивительно, до чего могут додуматься беглецы в отчаянии. Этот случай – один из самых странных за последние годы, показывающий, что для полиции нет преград, если дело касается поимки преступников. Итак, мы уже видели, как преступники прячутся, как убегают, но что, если случится авария и отступать будет некуда?
погоня и авария. Когда ты преступник, бегущий на угнанной машине, ты знаешь, что на карту поставлено все. Полиция преследует мужчину, который только что угнал очередной Kia. Погоня идет на высоких скоростях, но вскоре этот безумный заезд прерывается трагически. Машина врезается в дерево. Человек за рулем пытается сбежать даже после аварии, но полицейские уже рядом. При обыске у него находят огнестрельное оружие и пакетики с наркотиками. Это пример того, как порой преступники доходят до крайности, забывая об осторожности и жизни окружающих. Полицейские знают, что в таких ситуациях каждая секунда – это возможность избежать новой трагедии, и действуют быстро, чтобы задержать преступника и обезопасить город. И, наконец, заключительная история. Погоня, которая могла стоить человеку жизни. Но завершилась еще более ужасающим образом. Приготовьтесь. Опасная погоня. Райан Браун знал, что у него большие проблемы. Пытаясь уйти от полиции, он превышает скорость, и тогда начинается настоящая гонка на выживание. Но, как часто бывает, страх наказания приводит к еще более страшным последствиям. Его автомобиль на полной скорости врезается в грузовик. Все замедляется, удар переворачивает машину, и она катится по дороге. Райан в критическом состоянии доставлен в больницу, но это могло закончиться еще хуже. Полицейские позже находят улики, которые доказывают его участие в недавних преступлениях. Этот случай еще раз подчеркивает, что бегство от закона всегда приводит к трагедии, даже если кажется, что шансы на побег велики. Итак, сегодня мы увидели самые опасные моменты полицейской работы, когда каждый шаг – это борьба за жизнь, от ужасающих открытий до отчаянных погонь, от странных происшествий до хладнокровных преступлений. Полиция – это не только представители закона, но и люди, готовые рисковать жизнью ради безопасности общества. Если вам интересны такие видео, обязательно подписывайтесь. А если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то у вас есть возможность попасть в нашу команду. Пишите в наш Telegram-бот, ссылка в описании. До новых встреч!